Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Январь 2026. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите, или то, что от вас может быть и скрыто, чего вы не предполагаете. Ну и в целом допустим, что мы на самом деле многого не знаем, или не все можем предположить, лицезреть, да, наяву, но те процессы, которые были запущены ранее, то, что или к чему в конечном итоге какая-то общая конфигурация идет, оно все равно продолжается. И очень часто это от нас скрыто. То есть обстоятельства, да, то, что мы вот на них мы не влияем, они все равно будут как-то развиваться. И январь – это последний месяц, когда Уран, планета, находится в ретро-движении и в знаке Телец. Вы, как тоже знак, который принадлежит к стихии Земли, можете особо актуально для вас это может быть время, потому что до 4 февраля именно ретро. Мы знаем, ретро – это что-то мы переписываем, пересматриваем, это то, что нам уже знакомо. Но в данном случае Уран будет помогать постепенно завершить сложные темы, расставить логические точки в волнующих историях. И в центре нашего внимания именно вопросы благополучия. И не обязательно, что кто-то скрывает так вот нарочито, а именно мы сами можем чего-то не замечать. Давайте с вами узнаем. У нас сегодня две колоды, и первая – это Оракул, Сибилла. Что нам расскажут карты? Как 3 знака судьбы достанем. И будет 3 вопроса. Первый вопрос – так чего же вы не видите? Что скрыто? События на пороге, с чем это будет связано? И события с первых дней месяца, может быть, с чего начнется месяц январь. Дополним второй колодой, это у нас 78 дверей, метафорические карты. Открытые двери или закрытые? Давайте узнаем. Итак, что придет в вашу жизнь? А что уйдет? Вторая карта. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? Нам это не нужно как будто. Но соблазн будет. Так вот, а на что соглашаться, наоборот, что вам будет помогать? И чего опасаться, с чем или с кем быть, но так более осторожным? Чего же вы не видите? Вы чем-то расстроены, что-то у вас не получается осуществить. Есть какая-то, правда, тема, по которой либо заминка, либо полная остановка. Может быть, это связано с ожиданием, и ожидание затянулось. Тогда, мои дорогие девы, примите во внимание, что ретро-уран – это всегда, какая-то заминка, так уж точно. Или когда, как будто по своему сценарию, непонятному, может быть, вам до конца, или когда даже были какие-то договоренности, они не работают. И мы можем сожалеть. Давайте мы немножко дополним. Разберем эту позицию, с чем это связано. То есть сожаление, карта скорби. Я должна сказать, что этот оракул прорисован и создан был очень давно. И с тех пор он не менялся. Поэтому будем перекладывать на нашу реальную жизнь. Итак, чего вы не видите? Какая-то встреча у вас состоится. Может быть, будет какая-то встреча, где будут расставлены все точки над «и». Причем на этой встрече, или, не буквально встреча, это может быть и диалог, может быть онлайн-диалог, почему нет? Или может быть какая-то переписка, или какие-то контакты еще, когда вам нужно будет максимально четко что-то проговорить. И из этих позиций, тут у каждого свое, нужно понимать, что не все будет продолжено, может быть, в том ключе, как мы этого хотим. Это у нас аркан смерть, где-то это перекликается с колодой Таро. Это не про смерть, это окончание, и это то, что я сказала. То есть как будто есть два пути. И для продолжения чего-то или для решения какого-то вопроса, скорее всего, нам понадобятся новые методы. Ведь отчасти это тоже трансформация. Поэтому прежнее что-то не сработает. Быть либо гибче, либо где-то придется адаптироваться к какой-то ситуации, потому что вот какая-то часть, да, того вопроса, по которому вы сожалеете, только в том ключе, как мы этого хотим.
Там так, скорее всего, не будет. Чего вы не видите? У вас и тайна какая-то может открыться о каком-то человеке, или вы можете получить какую-то дополнительную информацию? А что это такое, чего вы не видите? Возлюбленная. Тут, правда, получение либо письма, либо какого-то известия, в конечном итоге как будто праздник. Тут, знаете, явно противостояние, потому что карта недруг, так она и называется. То есть это те люди, так, давайте обобщим, которые как в контрах, да, или, ну, не хотят что-то продолжать, или хотят продолжать по-своему. Договариваться действительно придется, но у вас это получится. Как будто вы все равно останетесь довольным. Или, может быть, это какая-то новая конфигурация, но вот это ожидание, оно как будто должно завершиться. Или какая-то истина, или конечный итог должен появиться, я так вижу, в январе, чего вы не видите. Да, правда, тут может быть и не одно известие. Здесь может быть и какая-то, ну, может быть, даже деловая переписка. Когда вы, ну, может, это и личная жизнь, я этого тоже не исключаю, потому что возлюбленная, тут у нас встреча, ну, может быть, и какие-то сложные отношения, и неважно с кем. Может быть, это дружба, может быть, это какая-то любовная история, а может быть, это переписка с родственниками, такое тоже бывает. Но вот видите, и еще очередное известие, то есть информационных карт достаточно много, поэтому тут какой-то вопрос именно либо через встречу обсуждаться будет, либо в каком-то режиме либо переписки, либо онлайн. Вот что-то такое. Так чего вы не видите, к чему все идет? Любовь. Но вообще, давайте подытожим. Какое-то согласие, как я уже говорила, оно точно будет достигнуто. В той или иной мере. Может быть, и вам придется так несколько подвинуться, рассмотреть альтернативный вариант, будьте к этому готовы, потому что нам говорят, вот ровно как ты хочешь, ну так не получится. Уже ты как будто настроишь против себя, такое может быть, или может создаться ненужная конфронтация по какому-то конкретному вопросу. Ну, дипломатом быть придется, чтобы жизнь наша пошла с правильной ноги. И ведь Уран, он не ломает, мои дорогие, не ломает вот так вот, или те наши позиции какие-то жизненные, которые могут и должны быть продолжены. То, что для нас является прогрессом. Уран забирает то, что не жизнеспособно. Поэтому отпускайте. Может быть, и кого-то. Или, может быть, какой-то свой метод, да, или какой-то способ взаимодействия, общения, или контакты. Может быть, придется переводить как на новый уровень. И не совсем в том ключе, как вы бы этого хотели. Но вы-то в итоге остаетесь довольны, как будто бонусов от этого больше, нежели от конфронтации. События на пороге. Деньги. Получение денег или какие-то договоренности, может быть, по работе, или это какой-то вопрос, который в конечном итоге или имеет основу денежную. Поэтому это событие на пороге. Может быть, тут такой конкретный интерес, который вам, ну, у кого-то это с документом будет, правда, связано. И у кого-то купля-продажа, может быть, и так. Мы все разные абсолютно, будем реалистами. Но на кону стоит что-то важное. Давайте откроем третью карту. События с первых дней. Юная женщина. И юная, это имеется в виду, конечно, это может быть какая-то персона, но опять же будем реалистами, потому что достаточно давно прорисован этот оракул. Юная имеется в виду, это недостаток опыта, мои дорогие. Это может быть как и персона конкретная, у которой недостаточно опыта. Это может быть конкретный вопрос, по которому у вас недостаточно опыта. И вам нужно что-то будет изучать, прояснять или обращаться к тем людям, которые специалисты в этой области. Да, скорее всего, так оно и есть. Здесь не совсем нам про любовь, нет, потому что идет услуга какая-то. Услуга – это всегда нам кто-то, допустим, или мы оказываем услугу, а нам это оплачивают. Или кто-то нам оказывает, да, мы тогда как будто оплачиваем. Здесь явно есть третьи лица, которые могут быть, допустим, посредниками. У кого чего касается. Может быть, у кого-то и вопросы в суде. Тогда это какое-то медиаторство. Или пусть адвокат, например, да.
Или пусть это будет официальное лицо, когда вы идете в учреждение, чтобы прояснить, как вам свою тему по тому или иному вопросу правильно оформить, может быть, через документы. Вот как будто с первых дней января вот это то, что у вас тоска. Что-то, может быть, быстро и не идет. Но должен родиться какой-то новый вариант, словно. С первых дней. Вот вам нужно быть, правда, осторожными. Допускать, что то, что если мы слышим и нам нравится, это не обязательно будет правдой. Здесь словно могут быть и люди, которые нам словно подыгрывают или говорят то, что приятно нашему уху. Но, может быть, вот эта правда, она такая и колючая где-то, но для вас быть реалистом дважды нужно. Буквально беречь самих себя, беречь свое имущество и рассматривать вот эти самые альтернативные варианты, возлюбленный. Вам тут нужно решить какой-то вопрос. Вот мне это интересно, с чем это связано? С чем это связано? С деньгами? Тут не обязательно деньги. Может быть, они-то тоже фигурируют, или это сопутствующий какой-то вопрос. Но посмотрите, свадьба. Ну, понятно, что не у всех подряд будет свадьба. Хотя у кого-то и так может быть, да, обсуждение вопросов именно по части бракосочетания или подписания. Ведь свадьба имеется в виду, посмотрите, подписывают соглашения, какие-то обязательства дают. Поэтому переложим на нашу современность эту карту. Поэтому, правда, какие-то важные договоры, контакты, контракты, пересмотр таковых, переподписание, опять же, ретро-уран. Вам нужно что-то переделать. И, может быть, вы понимаете, да, и вы можете даже ощущать, что, ну, как будто все сговорилось против меня. Но вот не надо так, потому что это наше субъективное мнение. Здесь, наоборот, надо, наверное, быть вот этим серым кардиналом, когда рассматривать, хорошо, так не получилось, окей, а как может получиться? И вот вопрос «как?» он должен, или за ним должны следовать какие-то варианты, которые вам нужно будет рассмотреть. А варианты у вас обязательно будут, потому что в конечном итоге вы как будто можете остаться довольными. И понятно, что противодействие точно не помогает. Ваш конек – дипломатия. Но если мы говорим серый кардинал, это тоже где-то про дипломатию. Мы поставили перед собой цель. Ну, давайте так вот рационально. Вот и вам как будто все карты этого оракула советуют. Если ты поставил цель, да, тут нечего горевать. Тут явно что-то не идет в каком-то том ключе, как мы это себе задумали. Либо есть какое-то ожидание бестолковое, может быть и так. Тогда, значит, все же нужно продумать, как эту ситуацию прояснить. Я допускаю, что, может быть, кто-то услышит «нет», да, вот так не будет. Ну, тогда все равно больше ясности, нежели ждать и терять время. Тогда, опять же, вы будете уже иметь какой-то ресурс, потому что даже нет, это уже определенность какая-то. Тогда вы будете вот именно эту альтернативу и искать, и вы ее найдете. Что придет в вашу жизнь? Королева жезлов. Это карта удачливого человека, но я не имею в виду тут удачу, потому что удачу устроит королева жезлов сама. Она, кстати, умеет хранить молчание. И сильная ее сторона в том, что она правильно работает с информацией, раз, и правильно распределяет деньги или как-то взаимодействует вот с этими ресурсами. Буквально в триумфальной арке, как будто вы находитесь, вот у вас какую-то сложную тему, сложный вопрос, запутанную, может быть, какую-то даже динамику, которая долгое время продолжалась, а вот теперь, похоже, пространство помогает, чтобы действительно ясность какая-то наступила. И вы вот в этой триумфальной арке. По королеве жезлов, может быть, и буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, а может быть, имеет асцендент, это у нас Овен, Лев, Стрелец, и не все люди знают этот свой асцендент. Так вот, может быть, есть контакты с таким человеком, ведь это очень притягательная персона. Ну, конечно, тут нужно быть аккуратными, нам предлагает карта самим эти же энергии примерить. И королева жезлов создает свой успех сама. Она прошла сложный опыт.
И теперь она уже старается максимально минимизировать какие-то препоны, которые ей могут помешать осуществлению плана. Это все то, что я говорила. Так, а что же уйдет? Вы знаете, тут уйдет по тузу жезлов, это какая-то возможность. Нам ведь где-то тут тоже говорили, да? Вполне вероятно, это будет связано с тем, что именно как видели вы. Здесь вам придется какую-то перерокировку делать, что уйдет. Тут словно система будет какая-то меняться. Меняться могут договоренности, переподписываться договоры, контракты, может быть, брачные, может быть, это деловые, или какие-то отчеты, может быть, банально так. Не получится так, как мы это думали. Вот как этот маг-волшебник думал, сейчас я тут 2-3 пасса, и дверь откроется. Ведь у нас позиция, что уйдет, не откроется. А в конечном итоге дверь-то она практически открыта, посмотрите. Император. Все зависит от того, как мы сумеем договориться. А что будет продолжаться? Но вот для того, чтобы получить праздник после победы, наверное, все то, что я говорила, для вас будет важно. Именно договариваться, потому что нет как таковой конфронтации. И есть только два направления. Либо мы нивелируем, нейтрализуем, договоримся, но вот именно проявим дипломатию, либо мы словно в себе можем закрыть дверь. Ну вот как-то так. Чем не соблазняться? Наверное, быстрым решением какого-то вопроса. Это выход из лабиринта. И всегда туз мечей – это, ну, знаете как, в один момент что-то происходит. Это чем не соблазняться, когда и желание наше словно все разорвать, завершить одним махом, вот так вот отрубить, отрезать, этим не соблазняться. Не соблазняться, что, опять же, этот лабиринт, он как-то быстро завершается, видимо, не одним днем, как минимум в течение января. Может быть, это будет карта. Также еще третий такой момент. Иногда по тузу мечей идет какая-то информация. И мы ее можем либо не принять во внимание, причем информация может быть, ну вот, наверное, как меч, такая где-то болезненная или острая. Не хотим мы в этом направлении думать. Но тогда все же, видимо, не соблазняться то, что мы сразу, вот знаете, так безапелляционно чему-то сами скажем «нет», а тем не менее нам нужно рассмотреть это, потому что для нас это будет выход как раз из какой-то путаницы. А на что соглашаться? Ну, мои дорогие девы, одна из лучших карт колоде на деньги, на работу. И я всегда говорю, по восьмерке пентаклей. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Нет других вариантов, правда? Это все то, что я долго говорила. Обратите внимание, как нам прорисовал художник. Дверь есть, да, вроде закрытая. Но она стеклянная, мы можем видеть. И, конечно, мы можем быть в роли любого персонажа, но в основном ключевая фигура – это мастер, который делает тату. И вот молодой человек голову Архара решил изобразить у себя на спине. Девушка, тоже неформалка, с тату, стоит, смотрит, наблюдает. Может быть, злорадствует, ага, обозначил себя типа того, да? Но неважно, вот кто что думает. Это как бы фиолетово. Главное, мастер. Хочет клиент Архара, получает этого Архара. Что там думает девушка? Может, она еще себе одно тату сделает? Пожалуйста, любой каприз. Я просто мастер. Я делаю свою работу. Поэтому продолжайте, или вы победите, или у вас не хватит терпения. Но какие-то коллизии, просто будьте к этому готовы. Чего опасаться? Вот, как я сказала, да, такая колючая, жесткая информация. И по рыцарю кубков мы как будто можем попасть, да, вот в этот грот, он не закрыт. Но нам нужно быть словно вот готовому к тому, что нам словно через вот этот ледяной душ, водопад придется пройти. Вот какая-то новость, она словно так хоп, и охладила нас. И мы в замешательстве. Что это? А это значит, с учетом королевы мечей, тебе нужно словно добыть какую-то информацию и начать продумывать альтернативные пути. Но не сказать кому-то нет,
а может быть нейтрализовать, сгладить опять же острые углы. И с другой стороны, не надеть на себя розовые очки, потому что мы можем отказаться, да, вот от этой колючей информации, назовем это так. И мы тогда соскользнем в какие-то свои иллюзии. Или наоборот, когда мы более настроены рассмотреть варианты какие-то, да, которые, может быть, на первый взгляд выглядят не очень приемлемые. А тем не менее для нас это будет какой-то выход. И, кстати, карта не говорит, что быстро что-то решится или быстро что-то подпишется, потому что рыцарь кубков – это, знаете, всегда какой-то короткий момент взаимоотношений, может быть. Вполне вероятно, вам даже карта подсказывает, у вас будут контакты с теми людьми, которые пришли на какое-то короткое время. А потом, ну, они как-то нивелируются из вашей жизни. Не всем суждено остаться надолго, но, видимо, ничто не происходит случайно. Кто или что приходит на ваш порог, это имеет значение и смысл. Но, в принципе, здесь может быть хорошее настроение для вас, мои дорогие, и захочется расслабиться, потому что вверху у нас 4 жезлов. На кону ваше благополучие, на кону победа, еще и праздник после победы. Какие-то вот, посмотрите, здесь ведь любовь и буквально свадьба, ну, соглашение. И когда тут и тоже мы как будто договорились, может быть, вы для себя постепенно проясните, ну, как ваши, знаете, вот окружение ближайшее, кому вы можете доверять. Может быть, этих персон будет совсем немного. И у нас время строить правильные социальные связи. Все зависит от того, что у вас стоит на кону. Время как обустроить свое благополучие, так и наоборот укрепить собственное положение. Но не путем настаивания, а может быть некоторых вопросов, когда мы просто промолчали и сделали выводы. А на следующий день уже раз еще какая-то новость пришла. Будьте готовы и к этому. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации, пишите мне волшебные и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и ссылки я оставлю в описании под видео. Там есть коридор возможностей на 2026 год. Прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.